В общем, со слов хозяина, хочу еду, хочу не еду. А здесь вообще, видите, какая красота. Вот вам здрасте називається. Майстер сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. И здрасте всем снова. Хлопцы, на биологическую приехала МНВ. Вот такая вот Honda. Не открывается задняя ляда. И вот смысл в чем? Вот это вот Андрей. Вот это видно, это Андрей. И в общем мы не можем найти, специально есть у всех, либо шморгалка, либо кнопка, либо еще что-нибудь, как открыть заднюю ляду, аварийный открыватель. И вот у нас этого что-то нет. Вот Андрюха уже спрятался. В общем, шукаем. Итак, пока по багажнику у нас тупик. Сейчас Андрей делает диагностику. Аутел машину увидел. Даже больше скажу, сам определил ВИН-код. И год. Машина 24 года. Вот сейчас будем смотреть, что мы начитаем. И вот прочитали машину. Одна из ошибка. И ошибочка — это низкое давление в шинах. То есть, согласно диагностике, у нас задняя ляда работает. Найти дополнительную кнопку открывания салона у нас пока не получилось. Инструкция тоже нам не помогла. Продолжаем. Так, хлопцы, смотрите, открыли багажник. Сейчас я вам кое-что покажу. Вот это называется вода. И я уже сталкивался с Мерсом со своим. У меня была такая, когда Б-класс был. Я до сих пор не понимаю смысл вот этих вот заглушек, которые сюда ставит производитель. Потому что потом там комары и все остальное. Вот это все потом будет ржаветь. Сейчас Андрей празднично откроет следующую заглушку. Я думаю, Будет, а накрываю. открывай. Так. Надо было измерительную емкость поставить. Ну, еще как-то так продолжаем. А в следующей серии я вам расскажу, кто открыл багажник и как. Открыли мы багажник. Сейчас Андрюха будет снимать защиту. Здесь, в общем, машина теперь не понимает, что закрытый багажник. Не ставит сигнализацию, ничего. Вот такое количество воды, которое вы видели. Сейчас увидим последствия, я так думаю. Разбирает Андрей заднюю ляду. Кстати, так, для общего развития, кому надо будет, разборка задней ляды практически во всех машинах сверху начинается. Будьте внимательны. Андапками, но видите, боковые здесь такие крепежи, они, честно говоря, все нежные. Итак, снял Андрюха обшивку. Сейчас будет снимать замок, будем искать, где у нас есть следы окиси и всего остального, потому что количество воды было бешеное. Сейчас я вам покажу еще. Я чуть-чуть уже заглядывал в ляду. Вот вам должно быть видно, сколько там конденсата. Это все вода. Итак, вот здесь у нас этот разъем. Что там? Потный, не потный мы? Ну как, ну он весь влажный, но не так, чтобы... Ну, в общем, выдуваем, обрабатываем. И будем... Ну, воды, конечно, конденсатов дюже богато, дюже. Он не разборный. Так, ну что, ковырялись по всем разъемам. Вот, смотрите. Машина этого года. Вот что делает конденсат. Раз, два, три, четыре. 4 штуки ножки. Зеленые. Сейчас Андрюха будет продувать, чистить. Начинаем. А здесь вообще, видите, какая красота. Вот вам здрасте называется.
Так, очередное испытание. Ты ба? А ну ба? Та ну ба? Аще. Вы видели, сколько там этой зелени? Я даже не знаю, сколько там ее. Совсем кропаль какой-то и беда сразу. Собираем машину. Здрасте вам. Мы на мастер-сервис на Биологической. Приехала у нас вот такая вот Honda МНВ. Симпотная, популярная машинка. В общем, со слов хозяина, хочу еду, хочу не еду. Хочу заведусь, хочу не заведусь. Сейчас Тимофей подсоединит диагностику. Будем смотреть, что ей надо. Так, что по этой Хонде у нас получается? У нас машина не хочет заряжаться на быстрой зарядке. Пока предысторию мы не знаем. Либо она так где-то позаряжалась, либо его величество разрядники, которые сейчас модные люди используют. Пока неизвестно. Контакторы располагаются вот в этом блоке. Сейчас Сергей будет их выколупывать, проверять, прозванивать. Ампутировать, как подсказывает Серега. А там решим. Разбираем. Да. Итак. Раз контактор. Два контактор. Сейчас мы их прозвоним. Опять говорю мы. Серега. Мы до двух только считаем, там контакторов больше. Их два тут. Сейчас. Ну что, контакт? Не знаю. Еще не знаю. По отзывам, насколько он сказал, что бывает клемму снимают, когда только запускают такое. Ага. Да? Мгм. Это. Залипший. Зарядник снимать и монтировать. Такой заплал. Так, идет разборка для того, чтобы снять контактор. Благо здесь на мастер-сервисе есть эти контакторы, потому что в последнее время что-то зачастили машины с аналогичными проблемами. И все-таки это здесь из-за разрядника. Сколько видео было уже по этим разрядникам, не верят люди. У них другой фарт, но в итоге welcome in на мастер-сервис. Ну вот и все, поменяли контактор. Сейчас его закручивает. Проверки у нас даже на месте DBT нету. Но уже знаем, что здесь все готово. Ну вот все поставили. Запустили машину, ошибок нет. Все нормалек. Сейчас будем отдавать хозяину. Внимательно пользуйтесь. А лучше вообще не пользоваться этими всякими разрядниками. Кличут они беду. Итак, проверяем сейчас машину, как она придет в заряд. Что она нас показывает, Тимофей? 26-27 ампер. Все нормально, все работает.